По легенде, один из персидских халифов решил навести порядок у себя в стране. А надо сказать, что при дворе было у него очень много, как он считал, всяких разных чужих шпионов. И начал он этих шпионов вылавливать и некоторых шпионов казнить. Однажды утром он просыпается, а он очень хорошо охранялся, считал, что его невозможно убить, у него была очень серьезная охрана. Однажды утром он просыпается и находит у себя в изголовье кровати кинжал и записку. Если ты не прекратишь, то, что лежит у тебя в изголовье, окажется в твоем сердце. Эту записку написал ему Хасан ибн Сабах, или Старец горы, глава страшной секты ассасинов. О них мы сегодня и поговорим. Это Сергей Минаев, уроки истории. Здравствуйте. Ну, ассасины – это термин вам, наверное, уже хорошо известный. Да? Во-первых, по игре Assassin's Creed, по всевозможным фильмам, сериалам и комиксам. И вообще ассасин – это слово, которое теперь используют в английском языке для обозначения наемных убийц. И, собственно говоря, этот термин пришел с Востока, пришел из секты, которую создал Хасан ибн Сабах. На самом деле это была не секта, это было государство, это было целое государство, даже можно сказать, что не просто государство, а целое такое философско-социально-религиозное течение. Без религии здесь не обошлось дело, и, собственно, с религией все и стартовало. В VII веке пророк Мухаммед объединяет разобщенные народы Арабского Востока в лоне новой религии – мусульманства. Религия молодая, пассионарная, и, собственно говоря, это первый случай, когда весь арабский мир практически объединился. Продолжался это недолго, потому что после смерти пророка Мухаммеда в исламском мире происходит раскол. Мусульмане делятся на две большие группы. В этих группах они пребывают до сих пор. Это шииты и сунниты. Рассказывать про историю раскола мусульманского – это вообще отдельный выпуск, поэтому мы здесь остановимся на нем вкратце совершенно. Раскол, естественно, как и любой раскол, он происходит по тому, как люди трактуют или понимают религию, и в рамках борьбы за власть. Здесь произошло все то же самое. Вот в VIII веке мусульманский мир раскалывается. Сунниты считают, что мусульманской общиной должен руководить избранный халиф. Шииты считают, что власть нужно передавать только прямым потомкам пророка. Но даже здесь, в шиитском мире, не было никакого единства, потому что кто именно должен возглавить мусульман? Здесь происходит еще один раскол, и возникает движение исмаилитов, оно существует до сих пор, или приверженцев Исмаила. Исмаил был старшим сыном шестого имама Джафара ас-Садика. Это еще не все. В XI веке у исмаилитов происходит раскол. Что произошло? В Египте правит мусульманская династия фатимидов. И у халифа два сына. Младший сын Аль-Мустали и старший сын Низар. Старший сын должен наследовать после смерти халифа. Перед самой смертью халиф меняет свое решение и, собственно, передает всю полноту власти младшему сыну Али-Мустали. Значительная часть исмаилитов не принимает Мустали и, соответственно, продолжает считать своим лидером старшего сына Низара. В результате междоусобицы Низара хватают, сажают в тюрьму, и в этой тюрьме он умирает. Низаритов начинает преследовать, и, собственно, в этот момент у низаритов появляется новый лидер, и общественный, и духовный. Его зовут Хасан ибн Сабах. Это очень образованный человек. По легенде, он дружил с элитой мусульманского мира, в частности, с известнейшим поэтом Омаром Хайямом, чьи рубаи наверняка кто-то из вас читал. Человек образованный, человек очень пассионарный, человек очень верующий. И, в общем, он, если говорить современными терминами, он был и общественный лидер, и духовный лидер. И вот он увлекает гонимых низаритов за собой. Низариты бегут из Египта и укрываются в труднодоступных районах Персии. Там они находят крепость, которая называется Аламут.
Крепость стоит на вершине скалы и практически неприступна. И вот первая легенда о Хасане ибн Сабахе состоит в том, что практически уговорами он заставил защитников крепости, немногочисленных, надо сказать, сдаться, и крепость эту захватил, обосновался в ней вместе со своими сподвижниками. Друзья, мы с вами огромное количество времени проводим в социальных сетях. Читаем новости, сами переписываемся с друзьями, смотрим картинки. И вся наша деловая активность, конечно, тоже происходит в соцсетях. Раньше мы через большое количество приложений следили за частотой контента, отсекая спам, ненужную рекламу, фейки и так далее. Сейчас появилась реально удобная платформа, которая называется TenChat. Она работает без VPN и следит за частотой контента. Это вообще такой микс Фейсбука и Инстаграма. Я уже там, и давайте посмотрим, как она работает. TenChat — это больше, чем соцсеть. Весь нетворкинг в одном приложении. Здесь целое сообщество активных людей со всей страны. Фрилансеры, предприниматели, огромное количество профессионалов из разных сфер деятельности. Приложение очень удобное. Вы настраиваете TenChat под свои потребности. Указываете свои интересы и профессиональные цели. Так нейросеть подбирает для вас необходимый контент и людей, с которыми вы можете установить деловые связи. А авторы контента получают бесплатный охват за то, что производят качественный контент. В общем, это отличная сеть как для бизнеса, так и для общения. TenChat уже приближается к миллиону пользователей, и там огромное количество крутого контента, предпринимателей и новых для вас возможностей. В описании оставляю ссылку на приложение и на свою страничку. Там переходите и регистрируйтесь. Встретимся в TenChat. На дворе стоит 1090 год, и Сабах начинает строить свое государство. Надо сказать, что в тот момент Аламут находится в Персии, а Персия находится под властью сельджуков. И вот низариты начинают распространять свое учение. Они начинают захватывать близкие к крепости поселения, крепости побольше, крепости поменьше, и, что называется, там начинают окапываться. И таким образом строить свое государство. Хасан основывает новое учение, которое называется Аль-Дава Аль-Джадида, что означает призыв к новой вере. Нельзя назвать это ветвью мусульманства, можно назвать это течением. Давайте вот остановимся на таком термине. Что делает Хасан? Он отменяет все законы шариата на территории своего государства, заменяет их еще более жесткими религиозными законами, за которые просто карают смертной казнью за нарушение этих законов. Он отменяет все налоги, которые установили сельджуки. Вместо этого население в виде налогов, в виде подати государству начинает заниматься по приказу Хасана строительством укреплений, строительством каналов, строительством крепостей. То есть государство укрепляется. Религиозное вот это течение, которое Хасан основал, он использовал, конечно, с одной стороны мусульманство, с другой стороны он использовал вот такие вот мистико-философско-религиозные поверья, которые существуют в хтонической среде любого народа. У мусульман есть поверье о 13-м имаме. Что это такое? Перед самым страшным судом явится 13-й имам, который до момента страшного суда спит. А с народом, с верующими он общается посредством своих посланников. И, собственно говоря, 13-й имам – это вот будет такая важная фигура. И Хасан ибн Сабах, конечно же, себя начал выдавать за 13-го имама. Надо сказать, что с некоторым временем Хасана начали называть «старец горы». Хотя он старцем никаким не был. Я думаю, что на тот момент ему лет 30-40 было. Вот. И, собственно говоря, что такое старец горы? Это история тоже там не закончилась. Она преобразовалась впоследствии в европейскую историю, которую, возможно, вы слышали. Это называется «король под горой». У разных европейских народов есть поверье, что значит вот какой-нибудь известный король, он не умер на самом деле, а заснул под горой. И когда отечество будет в настоящей опасности, он воспрянет, соберет войско, достанет меч и будет рубить врагов. Фридрих Барбаросса не умер, а спит где-то там под горой. А в Дании есть такой конунг. В Польше спят рыцари, которые ждут своего часа. В Австрии, в Тевтобурском лесу, во Франции, где только кто не спит. В общем, в Англии король Артур спит до сих пор.
Мерлин, которого не убили, а он спит, значит, на каких-то островах. Все эти спящие короли, они ждут своего часа, что когда родине настанет, придет какая-то опасность смертельная, они восстанут из мертвых и, собственно, со своим войском мертвецов территорию от неприятеля зачистят. Собственно говоря, вы смотрели «Властелина колец», вы помните, что будущий король Мордора прошел через царство мертвых, и вот эта армия мертвых с королем мертвецов, которые однажды приступили свою клятву, она помогла ему, значит, разорвать все эти полчища ненавистных орков. Вот, собственно, Толкин, естественно, черпал легенду из «Короля под горой». Вот на такой смеси мистико-религиозных верований Хасан ибн Сабах начинает строить свое государство. Естественно, сельджуки, у которых, значит, в тылу поселились такие пассионарные ребята, им это совершенно не нравится, они начинают воевать с Хасаном и его, значит, вот этой молодой республикой. Республика я не случайно говорю, потому что действительно для того момента это было совершенно иное феодальное государство. То есть оно было даже больше похоже не на государство своего времени, а на государство утопии, которое там Томас Мор впоследствии опишет, или Кампанелл. То есть это очень такая специальная вещь, мы к ней обязательно еще вернемся. В общем, сельджуки начинают воевать, и в открытых битвах они одерживают ряд побед, потому что все-таки низариты малочисленны, сельджуки владеют лучше оружием, и в этот момент происходит история, которая наталкивает Хасана ибн Сабаха на очень простую и вместе с тем очень практичную мысль. А зачем в открытом поле противостоять полчищам врагов, когда, в принципе, можно с помощью наемного убийцы одного за другим вырезать их военачальников, священнослужителей, визирей, султанов, да кого угодно, военных советников. Просто мы обезглавим руководство врагов, и ничего они с нами не сделают. И то, что он придумал, прожило практически 200 лет. История Ордена Ассасинов начинается в 1092 году в городе Сава. Проповедники низаритов убивают Муэдзина, потому что они боялись, что он выдаст их властям. Они ведут скрытный образ жизни, никого к себе не подпускают, все держат за 7 печатями. А убийцы схвачены султаном и преданы мучительной смерти. Об этом докладывают, соответственно, старцу горы Хасану ибн Сабаху. Когда Хасан получает это известие, он поднимается на крышу одного из домов в Аламуте и говорит, что султана этого покарать будет дело не просто богоугодное, а вообще это священный долг каждого человека, чтобы вот адское пламя обрушилось на голову этого, значит, султана несчастного. И выходит юноша, по легенде его зовут Бутахир Арани, который говорит: я готов это сделать. И он отправляется к султану. Султан, естественно, охраняет огромное количество людей. Несколько дней он, пробираясь в места, которые посещает султан, мечеть, какие-то места около дворца, несколько дней он выжидает. По легенде, перед убийством он стоит недвижим в какой-то нише во дворце, прислонившись спиной к стене порядка 5 часов. И дальше это будет специальным испытанием для всех ассасинов. И вот в какой-то момент султан и его охрана расслабляется, из ниши выходит наш юноша и всаживает отравленный кинжал султану в грудь. Султан умирает на месте, юношу на месте убивают. Свидетельство этого приходит в Аламут, и на стене, на воротах, которые в городской стене Аламута, прибивается медная табличка с именем юноши и человека, которого он убил. С течением времени таких табличек будет огромное количество, потому что ассасины будут убивать на территории всего арабского мира. Теперь, собственно говоря, почему ассасины? Откуда, что это за название такое ассасины? Это слово пришло от изначального именования секты назаритов, секты Старца горы. Их недруги именовали хашишидами, то есть людьми, которые обкуривались гашиша и исполняли эти ужасающие преступления. Это по одной из версий. А другая версия, что слово «хашиша» означает небрежное слово «чернь». То есть вот те люди, которые за Хасаном ибн Сабахом пошли, с точки зрения остального мусульманского мира, они были чернью. И вот так небрежно их звали. Ну, впоследствии хашишиды,
ассасины, и вот это слово закрепилось в историографии, собственно, в кинематографе. Теперь вот ассасины – это наемные убийцы. Вы это слово, повторюсь, много раз слышали. А дальше, после первого убийства, орден начинает обрастать легендами. Во-первых, об управлении всей этой структурой, да, почему я сказал республику. Вождь был только один. Это старец горы Хасан ибн Сабах. Никаких классов не было. Значит, богатство было законодательно запрещено. Это была страна равных. Она управлялась общинами. У каждой общины был глава, который Хасану подчинялся напрямую. Соответственно, религия имела важнейшее значение. Запреты на все были просто жесточайшие. Значит, Хасан, по легенде, убил 2 своих сыновей. Одного он убил по подозрению, что тот готовит против него какой-то заговор. Вы знаете, что люди авторитарные, они очень заговоров боятся. И сына, значит, он своего укокошил. Второго сына он укокошил за то, что тот выпил вина. Это было запрещено категорически. И, собственно, сына он убил. Потом с дочерьми пошел у него какая-то непонятка началась. И дочери Хасана были сосланы и до конца жизни работали пряхами. То есть он был безжалостен к своему не то что ближайшему окружению, а к своим родным. Кстати, легенда о том, что сына-то Хасан грохнул из-за употребления вина, она не бьется с термином хашишиды. Потому что дальше, когда я буду вам рассказывать, как вообще готовили этих ассасинов, многие обвиняли Хасана в том, что он с детства, с очень молодых лет, набирая, значит, людей в секту, юношей, он их сажал на наркотики. И вот гашиш настолько разрушал их сознание, что они не понимали, что творят, и следовали только его приказам. Но как это бьется? Да, вино было запрещено, и, скорее всего, наркотики, конечно, тоже были запрещены. Поэтому все это навето на деда. Вот. То есть дед горы или старец горы, я думаю, что, конечно, обходился без гашиша. Может быть, и не обходился. Вот такое вот жесткое, военизированное религиозное общество. Вместо налогов люди работают, никакого богатства нет, все равны, все управляются общинами. Соответственно, налоги, как я вам уже сказал, сельджукские, все были отменены. И Хасан начал выстраивать вот эту вот историю наемных убийц. По легендам, вообще о низаритах было известно очень мало, потому что они вели очень закрытый образ жизни, они никого к себе не подпускали. И поэтому информация проникала к их врагам. Враги, естественно, у страха глаза велики, они что-то там домысливали, дорисовывали, но никаких точных фактов практически не осталось. Что мы знаем из легенд? Набирались в наемные убийцы, в ассасины, причем, давайте жирным подчеркнем, никакими ассасинами или хашишидами они себя не называли. Они себя называли фидаями или фидаинами. Это люди, которые, значит, встали вот на путь этой священной борьбы и все свои дела творят во славу Божью. А юноши набираются из беднейших семей в возрасте 13-14 лет. Жесточайшим образом тренируются. Они должны были уметь драться, они должны были уметь стрелять из всех видов оружия, которое тогда только было, ну, то есть лук и, наверное, арбалет, который пришел позже с крестоносцами. Метать копье, метать ножи, они должны уметь пользоваться ядами, они должны были терпеть невероятные мучения в момент стажировки, в момент обучения. Без еды и воды стоять по 5-10 часов, прислонившись в одной позе, не меняя позы спиной к каменной стене. Должны выдержать битву там с 3-4 более сильными соперниками. Дедовщина была ужасающая. То есть, когда приходили эти молодые бедные юноши и стучались в ворота, их выгоняли оттуда. Когда они стучались второй раз, их били камнями сверху. Когда третий раз, их били палками. Вот. И таким образом они должны были пройти свой ритуал, доказать, что они достойны. И, соответственно, во время тренировок их там резали ножами, били дубинами, делали с ними все, что хотели. Они должны были терпеть боль. Узнаете, да, эти знакомые нотки? Это, конечно же, «Игра престолов». Знаменитое войско безупречных, которые не знали пощады и не чувствовали боли. А история о том, как надо прийти в храм и, значит, несколько раз постучать, это Валар Маргулис, тоже вторая история, которая была использована в «Игре престолов». Мальчики попадают, их обучают. И вот здесь еще одна важнейшая легенда. Сам Хасан ибн Сабах пользует эту историю о 13-м имаме. Каким образом? У него было много двойников. В какой-то момент двойник выходил и говорил: «Я Хасан ибн Сабах,
хочу там сказать вам что-то или хочу вас как-то напутствовать. И после этого, значит, встаю я на костер и занимаюсь самосожжением. Он вставал на костер, пламя пожирало его полностью. На следующее утро Хасан ибн Сабах выходил во двор или на крышу дома и говорил: так, ну что там с пламенем-то, кстати, вот вчера вы видели, да, все? Воскрес я, значит. Вот. Смотрите, чувствуете. Естественно, на людей с того времени это производило такое впечатление, как потом фокусы Копперфильда. Вторая история – это история о том, что он мог оживлять людей. Как это делалось? В каменном полу прорывается дыра, туда сажается, значит, юноша, и остается на поверхности только его голова. Вокруг нее две половинки медного блюда, и, значит, проливается кровь. Голова закрывает глаза. Таким образом становится отрубленной. И Хасан, значит, в присутствии учеников говорил: ну и в принципе, если вот вам что-то непонятно о моем учении, давайте спросим мертвеца. Абу Али, скажи-ка, пожалуйста, как там было у тебя в битве с визирем, которого ты убил 4 дня назад? Голова открывала глаза и говорила: великий старец, я хочу вам рассказать следующую историю. Все, естественно, трепетали, падали низ, он оживляет мертвых. Ну, естественно, юнош потом голову отрубали на самом деле и демонстрировали, что никакого вранья нет, действительно мертвая голова говорила. Вот, это совершенно потрясающая история, которая просто приводила всех в трепет. Третья история – это история о райских кущах. Юношей пичкали гашишем до потери сознания, и потом из казарм переносили во внутренний двор. В этом внутреннем дворе они просыпались, вокруг них прекрасные девицы, красоты вообще просто неописуемой, вино, сладости, фрукты, и вот в сутки они в этом раю живут. Потом их опять там каким-то образом усыпляли, переносили обратно, и Хасан говорил им: вот это рай, вот так он выглядит, и вы попадете туда после того, как исполните мои поручения. Вы его уже видели, хотите же увидеть еще раз, естественно, ну кто же бы не захотел, поэтому знаете, вы потом вот туда попадете. Естественно, религиозный народ, необразованный народ, он это все просто на ура воспринимал. Но, естественно, никакое обучение не обходилось без мудрецов, без ученых, без алхимиков и так далее. Их выкрадывали, привозили в Аламут, и там они уже оттуда не выходили, но занимались обучением, они были приближены к Хасану и занимались обучением, значит, всей его секты убийц. Но самое главное, помимо того, что ты должен разбираться в ядах, ты должен уметь убивать, ты должен уметь втираться в доверие, ты должен был уметь перевоплощаться. Значит, для перевоплощений снимались все ограничения. Если надо убить жертву, которого заказал Хасан ибн Сабах, ты можешь отречься публично от мусульманства, покреститься в христианство, жить христианином, следить за своей жертвой и потом в церкви его грохнуть. Не возбранялось ничего. Ты мог притвориться слепым, нищим, убогим. Ты должен был говорить на языках той области, куда тебя засылают. То есть это были абсолютно универсальные убийцы. И действительно они убивали изощренно. Один из наемных убийц притворился слепым калекой и заманивал одного за другим военачальников неприятеля, которых впоследствии убивал. Крестоносцы, когда пришли, об этом чуть позже я еще расскажу, король Иерусалима Конрад Монферратский сначала дружил с Хасаном ибн Сабахом, а потом поругался с ним, потому что ограбил низарийских купцов, и Хасан повелел его убить. Приехали два федайна, два ассасина, сказали, что мы самые набожные христиане, которых вы только видели, и жили там 3 года. Жили 3 года, ходили на мессы. И в одно из мест, когда охрана расслабилась, подбежал убийца и вонзил Конраду Монферратскому в грудь кинжал отравленный. Оружие, это самый главный миф вообще, или не миф, что все оружие было отравлено, выжить нельзя было. Вот. Но Конрад не умер, ассасина убила охрана, и тогда вышел из толпы второй ассасин и, значит, уже перерезал ему горло. Вот таким образом люди действовали. Естественно, такая секта, которая беспрекословно подчиняется своему лидеру, который умеет убивать как никто, навела ужас на весь арабский мир. И, собственно говоря, одного за другим, это тоже вот одна из важных составляющих, одного за другим начали резать и убивать военачальников и визирей, и духовных лиц сельджуков. И государство сельджуков стало ослабевать, потому что когда всех умных вырезают, то им на смену приходят идиоты, как правило, да,
Когда идиотов вырезают, еще более глупые люди приходят на смену. И таким образом государство приходит в негодность. То же самое случилось с сельджуками. Секта Хасана их, не могу сказать, что она их прямо развалила, но подточила она их сильно. У сельджуков началась междоусобица. В общем, старцу горы они больше не угрожали. Крестоносцы появляются, да, крестовые походы. Посмотрите выпуск. Приходят крестоносцы и начинают воевать с местными мусульманами. Здесь небольшая отсылочка к игре Assassin's Creed. Там главные враги ассасинов – это тамплиеры. В реальности, конечно, такого не было. Дело в том, что старец горы ни с кем союзником не был. Когда он увидел, что сельджуки начинают воевать с крестоносцами, он подумал: окей, крестоносцы ослабят моих врагов. Он начал дружить с крестоносцами и по заказу крестоносцев убивать сельджуков. Когда крестоносцы с ним поругались, он без зазрения убил Конрада, короля Иерусалимского. Злые языки говорят, что Конрада заказал Ричард Львиное Сердце, который с ним повздорил и сам хотел каким-то образом занять трон короля Иерусалимского. В общем, в какой-то момент дружили они с крестоносцами, потом они поругались. Еще одной из жертв Хасана стал граф Раймунд II. Между прочим, это правнук Анны Ярославны, королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого. То есть, фактически, на руках ассасинов есть и немного русской крови. Надо сказать, что ассасины становятся серьезной политической силой. К старцу горы обращаются как к центру заказных убийц все. Он все заказы принимает, причем заказ не может быть отменен. Если ты заказал какого-то халифа, ты потом с ним подружился и сказал: Хасан, больше ничего делать не надо, это уже не работает, потому что человек будет убит. Это было совершенно золотое правило, оно неукоснительно соблюдалось. Во многих книгах полуисторических, исторических, вы найдете цитату о том, что ассасины наводили ужас даже на Западную Европу. Я в это, честно говоря, не верю, потому что как бы они до нее дошли, вы понимаете, да? Приезжает, сейчас можешь сесть на самолет, да, прилететь на территорию Ирана, где находится развалина Аламута, и сказать: вот надо убить человека в Париже. Не проблема, зад прилетит убийца. Раньше на это уходили полугодия, поэтому никакой бы убийца ни до какой Западной Европы не дошел. Но купцы, вернувшиеся крестоносцы, тамплиеры, они распространяли историю об ассасинах, что да, они действуют даже при наших дворах, мы их можем опознать, мы их можем выловить. Понятно, что тамплиеры, в частности, таким образом набирали политического веса. Но арабский мир старец горы испугал просто основательно, крестоносцев тоже. Один из величайших героев арабов, Салах ад-Дин или Саладин, который дрался с Ричардом Львиное Сердце, который одерживал много побед над крестоносцами. Он повздорил со старцем горы, и по легенде на него было совершено 8 покушений. Одно окончилось тяжелым ранением, но он выжил и впоследствии со старцем горы каким-то образом помирился. То есть вы представляете, что это была за сила? Их боялись все. Этот мир теней, который приходит к тебе, который втирается в доверие. Ты не знаешь, а он может быть твоим ближайшим слугой, а в какой-то момент он тебя возьмет и грохнет или плюнет в тебя каким-то дротиком. Вот такие это были люди, и, в общем, они стали серьезной политической силой. Говоря о беспрекословном подчинении, конечно, я вам должен рассказать одну из главных легенд, которую рассказывают про старца горы. Хасан ибн Сабах умирает. Приходит на его место наследник, который тоже себя называет старцем горы. И вот в какой-то момент приезжает к его двору в 1130 году Анри, граф Шампанский, крестоносец. Он был где-то рядом, его старец горы пригласил к себе в Аламут. И вот он приезжает в эту неприступную крепость, ее действительно нельзя было взять. И они начинают беседовать, и Анри говорит: уважаемый старец горы, вам правда люди беспрекословно подчиняются? Он говорит: фиг его знает. И стоят два юноши, стражники на крепостной стене. Он им делает жест рукой, они падают вниз и разбиваются насмерть. Он говорит: еще 8 человек могут сейчас себе кинжал в глотку воткнуть, если, Анри, вы, конечно, не верите мне. Он говорит: не-не-не, все понятно, спасибо большое. Вот такая вот легенда о беспрекословном подчинении. Если тебе приказал старец горы умереть, ты должен умереть. Вот. И люди действительно фанатично были ему преданы. Виной ли тому гашиш, виной ли тому просто вот эта вот мистическая история о 13-м имаме. Но факт остается фактом. Действительно, о беспрекословном подчинении слагались легенды. После того, как Хасан ибн Сабах умирает, государство его начинает ослабевать. Почему? Потому что наследники не хотят быть аскетичным старцем горы.
Они хотят роскоши, они хотят женщин, возможно, они хотят вина, возможно, наркотиков. Мы не знаем. История о том умалчивает, но о роскоши она не умалчивает. И вот эта вот коммуна, которая существует, начинает дробиться, потому что появляются элиты, у элит появляются деньги, Аламут чеканит собственную монету, которую позже в развалинах найдут. И, собственно говоря, государство начинает приходить в негодность и трещать по швам. Но еще какое-то время существует, и все равно вот эта мифология о секте наемных убийц, она продолжает жить, и, собственно говоря, до наших дней доходит, потому что вот эти самые безликие из «Игры престолов», это вот они, ассасины. Люди, которые могут перевоплощаться в кого угодно и убить тебя за 5 секунд. В июне 1256 года царству владыки Аламута, царству наследникам Хасана ибн Сабаха приходит конец. Надвигается волна, остановить которую не смог никто в тот момент. Ни русские, ни европейцы, ни арабы, никто. Я говорю о монголах. И вот монголы доходят до границ царства Аламута, государства Аламута, и начинают брать крепость за крепостью, подавляя жесточайшее сопротивление, вырезая гарнизоны. И вот они подступились к Аламуту. Аламут практически полгода сопротивляется, но потом, по легенде, один из предателей показывает обходной путь, и крепость эту неприступную монголы захватывают, всех вырезают. К началу 1257 года с государством ассасинов покончено. Остаются две крепости. Ламасар, она сопротивляется еще год, и крепость Гирдкух, которая стоит насмерть. И монголы захватят ее только спустя 20 лет. Там остаются самые вообще непоколебимые назариты, непоколебимые ассасины. Но, тем не менее, крепость пала. Монголы устраивают жесточайшую резню. До 10 тысяч назаритов они вырезают. И, собственно говоря, остальные рассеиваются. Кто-то бежит в Сирию, кто-то скрывается дальше в иранских горах, кто-то перемещается в другие города. Но связи между собой, по легенде, они оставляют. Вся эта история о наемных убийцах, которых нельзя найти, потому что они все теперь рассеяны по Ближнему Востоку, она продолжает существовать. Ну, теперь о мифах и легендах. Про гашиш я вам уже рассказал. Историю с гашишем и райским садом придумал путешественник Марко Поло, который путешествовал по Азии, и там ему одна бабка сказала, что есть такая секта, и вот перед тем, как заказное убийство исполнить, ассасин попадает в райский сад. Его обкуривают гашишем, он там, значит, видит все эти райские кущи, потом возвращается в реальный мир, хочет пойти туда-обратно, ему говорят, вот убьешь человека, и тебя там, естественно, грохнут, и ты попадешь в райский сад. Именно поэтому наемные убийцы, которых хватали после исполнения заказа, они умирали даже при самых жестоких пытках с улыбкой на устах, потому что они-то знали, что опять попадут туда, в райские кущи. Вот эта история, которую придумал Марко Поло. Или рассказал нам. Про гашиш я вам тоже рассказал. Плохо это сочетается с жесточайшими запретами на вино, на женщин, на все что угодно. Тоже эта история довольно мутноватая. Про тамплиеров тоже понятно. Ну, тамплиеры тогда еще были не сильны, а ассасины исполняли заказы чьи угодно и когда угодно. Главное, чтобы они не шли вразрез с интересами владыки Аламута, с интересами старца горы. Вот, собственно, такая история этого ордена, которая просто окутана таким вот шлейфом легенд, но, с другой стороны, реальность такова, что действительно 200 лет они в страхе держали все окрестные государства, всех визирей и халифов, и справлялись с этим на отлично. По слухам, на счету ассасинов 850 заказных убийств. Я по разным источникам подтвержденных нашел 15, но по одной из легенд все ворота были вот этими табличками медными потом обшиты, имя убийцы и имя убитого. Но, тем не менее, в общем, легенда это серьезно. И здесь можно было поставить точку, но мы поставим многоточие. И вот почему. Исмаилиты, как религиозное движение, живы до сих пор. А после исчезновения государства Аламута они рассеялись по всевозможным странам окрестным, как я вам уже сказал, но наибольшее их количество осело в Персии. И вот, собственно говоря, в Персии они начинают проявляться, усиливаться. Они живут как религиозные течения, исполняют свои обряды, их никто не трогает. Шах Ирана к ним относится довольно неплохо. В какой-то момент между шахом и главой духовного ордена исмаилитов, духовного течения исмаилитов происходят какие-то трения.
Они ругаются, и лидер исмаилитов вынужден бежать в Индию, где, собственно говоря, обретается. Исмаилитов преследуют, ну, их, конечно, не убивают, но, в общем, никакого покровительства и тем более никакого дружелюбия в Иране они больше не получают. И они вынуждены мигрировать кто в Индию, кто в Пакистан, чтобы сохраниться. Потому что движение действительно закрытое. Движение состоит из таких последовательных людей, которые очень религиозны. И вот оно, значит, таким образом в XIX веке рассеивается в Индию и Пакистан. А глава этого движения из Индии, как вы думаете, куда попадает? Безусловно, в Великобританию. И в Великобритании он оседает, он становится частью аристократии. Многие низариты приезжают вместе с ним, они встраиваются в английское общество, кто-то в армию, в основном причем в армию, и они неплохо себе устроились. И, собственно говоря, они никуда не исчезли по сегодняшний день. Естественно, существует основная мистическая легенда, основная конспирология, что тайное знание ассасинов, тайное знание исмаилитов, оно сначала пришло к тамплиерам, смотрим выпуск, потом к масонам, смотрим выпуск, а потом к иллюминатам. Еще не смотрим выпуск, но обязательно сделаем. И таким образом эта тайная секта контролирует мир. Ну, знаете, смех смехом, а конспирология, конечно, может и конспирологией, но вот нынешний лидер исмаилитов Ага-хан IV, это прекрасный британский аристократ, миллиардер. Я его видел 2 раза в жизни. Возможно, вы что-то слышали, скорее всего, вы слышали о фешенебельном курорте Сардиния. Сардиния до 60-х годов прошлого века, ну, была такой итальянской провинцией. Да, море чистое, да, красивое. Ну, потом туда Ага-хан приехал и говорит: вы знаете, как красиво, очень красиво. Давайте построим здесь, например, курорт. Сарды люди гордые, но недальновидные, мягко говоря. У них вообще, как считалось, вот если у сарда рождается 2 детей, например, да, дочь и сын, то сын получает хороший дом в горах. Потому что в горы никто не дойдет, стихия, пираты не придут, тебя не ограбят. И в горах можно спокойно резать овец и мясо есть и проживать отлично всю жизнь. А дочери что похуже? У моря. Вот пусть она в лачуге у моря и ютится. Ага-хан эти лачуги все скупил. На этом месте теперь вы можете погуглить в интернете, как выглядит Коста Эсмеральда. Вот, это одни из лучших домов мира. И вот Ага-хан, собственно говоря, заложил эту историю, да, заложил этот курорт. Это такая маленькая капля в конспирологию. Давайте в капле побольше. Ага-хан IV, например, был учредителем Международного общества по защите животных. Он был верховным комиссаром ООН по делам беженцев. И даже англичанами, то ли королевой, то ли парламентом, я уже не помню, выдвигался на пост главы Организации Объединенных Наций, но нет, тогда у него не срослось. Ага-хан возглавлял организацию гуманитарной помощи беженцам Афганистана. Да? Мы помним из предыдущего выпуска, где английские инструкторы разворачивали все свои лагеря на территориях Пакистана, где были афганские беженцы. Через территорию Афганистана впоследствии осуществлялись все гуманитарные операции, которые вот Ага-хан IV и курировал. Если вы тыкнете в Википедию, вы найдете вообще много где состоит. В разных организациях очень влиятельный человек. То есть практически решает многие вопросы. Его очень хорошо знают и в Узбекистане, и в Казахстане, и во Франции, и в Англии, и в Италии. То есть здесь у него интересы, тут у него коммерческие интересы, он большой благотворитель, большой меценат. То есть до сих пор этот человек, как и он носит титул главы исмаилитов до сих пор, и, собственно, он очень известен, здесь никакой уже конспирологии нет. Я нашел одно из свидетельств французского этнографа, его звали Жан Мильор. Я, честно говоря, никаких важных работ его не нашел, но вот есть такое свидетельство, что он был в Пакистане с этнографической экспедицией, встречался с исмаилитами, которые в Пакистане до сих пор живут, и они ему сказали, что весь мир исмаилитов до сих пор платит десятину Ага-хану, поэтому он такой богатый. Это понятно, что тоже мифология, но тем не менее вот эти вот исмаилиты, ассасины, разбитые когда-то Хулагу ханом, и по сей день вот отдаленно
но присутствуют в нашей жизни. Поэтому, знаете, в истории никаких легенд просто так не бывает. Сказали вам конспирология, значит конспирология. То есть, знаете, в каждой легенде есть только доля легенды, все остальное истина. Вот такой вот был рассказ про секту ассасинов. Я хочу вам сказать спасибо за то количество просмотров, какое-то невероятное, которое сейчас у тамплиеров, за 2 миллиона уже. Это самый популярный выпуск на моем канале. Спасибо за Афганистан и за Югославию, которую вы смотрите тоже очень хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы будем дальше вас радовать прекрасными историческими выпусками.